Выглядит он следующим образом. И ресторан называется «Обама». Ну и, в общем-то, становится понятно, почему в этой стране был эпицентр вспышки Эболы. Ну что, ребят, сейчас, короче, такая уличная еда. Наверное, все-таки экзотическая. Экзотическая. Сначала я куплю, а потом я вам скажу, что это такое. Вот, смотри, трущобы и женщины в вечерних платьях. Ну что, ребят, я Гвинея. Конакри. Гвинея является одной из самых опаснейших стран мира по вероятности заражения различными заболеваниями. Плюс здесь не очень дружелюбное население по отношению к фото- и видеосъемкам. Не стоит, вернее, даже стоит упомянуть о полицейских, которые ловят любой момент, чтобы закапканить белого и развести его на деньги. Скажем так, жесткая Африка сразу стала чувствоваться по приезду. Только мы ехали вечером по городу, развалины, трущобы, мусор и реально такой устойчивый запах помоев. Как я здесь буду дальше снимать, я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но буду пробовать, посмотрим, что получится. Сейчас дальше покажу вам отель, в который я заселился. Вот он. Ну что, ребят, заселился в отель в Конакри. Как упоминал уже ранее, Гвинея входит в список самых опаснейших стран мира. Ну, как видим, здесь вот не ворота в отеле. Наверху стоят такие колышки металлические. Сам весь отель обнесен забором, соответственно. Вот там мы видим тоже решетку с проволокой, наверху колышки. Нам обещали отель с видом на море. Сейчас вам покажу, какое здесь море. Здесь есть еще небольшой бонус, маленький, приятный, к этому отелю. Здесь живет маленький олененок. Здесь живет маленький олененок. Вон он. А в общем, вон на морское побережье. Не знаю, насколько сейчас вам видно за солнцем, но все оно как бы полностью замусорено. В данном случае не очень видно, что из себя представляет побережье, так как утром бывает прилив. Но вечером во время отлива все уже становится более понятно. Как вы видите, вечером на освободившийся от воды берег приходят позаниматься акробатикой местные ребята. И для своих занятий от мусора они освобождают себе небольшую площадку. Какие-то артисты. Делай раз, делай два, делай три. Сейчас покажу с другой стороны. Да, в отеле есть бассейн, кстати, довольно-таки неплохой. Вот бассейн. Опять же, вся территория отеля обнесена забором. Ну, как видите, вот с такими металлическими шипами наверху. Вот он сам отель. Вот на морское побережье. То есть местные используют его полностью в качестве свалки. Живешь на берегу моря, и навряд ли ты сможешь здесь искупаться. Сейчас покажу вам номер, в котором я живу. В общем, вот он номер за 40 евро. С кондиционером. И наличие кондиционера в Гвинее крайне желательно. Почему? Потому что без кондиционера здесь стоит такая жара, как бы спать становится практически невозможным. И рекомендуют, очень рекомендуют держать температуру кондиционера ниже плюс 20 градусов, потому что
при такой температуре понижается активность малярийных комаров. То есть, соответственно, здесь вероятность заразиться малярией одна из самых высоких в мире. Плюс к тому, может быть, кто-то не знал, Гвинея стала известна всему миру, потому что здесь был эпицентр вспышки Эболы. То есть вот такая непростая страна. Дальше поедем, посмотрим, что здесь есть. Но раз уж мы упомянули об Эболе и находимся на родине этой болезни, наверное, все-таки стоит дать небольшую справку по этому поводу. В феврале 2014 года в Гвинее началась эпидемия лихорадки Эбола, вирусного заболевания с высокой степенью летальности. Ни лекарства, ни вакцин от которого к тому моменту в мире не существовало. Заболевание быстро распространилось в регионе и перемахнуло через границы. Всего за период вспышки выявлено более 21 тысячи случаев заболевания. В Гвинее, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне, Сенегале, США и Испании. А впоследствии вирус проявлялся еще в некоторых странах. Умерли более 10 тысяч человек. В качестве причины эпидемии называли необразованность населения, слабо санитарно-гигиенические традиции и малую изученность заболеваний. А 29 декабря 2015 года Всемирная организация здравоохранения сообщила о завершении эпидемии в странах Западной Африки. На память о болезни Гвинеи остались надписи на стенах. Вот еще владелец отеля нас предупредил, не знаю, насколько здесь будет видно. Вот здесь существуют вот такие, как назвать, жуки там или тараканы, которые являются очень опасными. От их укусов остаются очень большие раны. То есть, если даже они сядут на руку, их лучше не убивать, а просто легонько схлопнуть. Это, наверное, за них вот речь. Да? Да, это за них. Он олень еще ходит, если нужно. Да, я видел. Вот он, олененок. Маленький приятный бонус в отеле. Первым делом при осмотре столицы Гвинеи, города Конакри, мы решили съездить на местные рынки, так как я считаю, что рынки являются наиболее интересными и колоритными местами, а также более всего не отображают жизнь обычных людей. Ну а пока мы едем, я вам расскажу историю, которую нам рассказал сотрудник одного из посольств. Какого именно посольства, я озвучивать не буду. И насколько эта история правдива, я также судить не берусь. По крайней мере, ее подтверждения в интернете я не нашел. До 1958 года Гвинея была колонией Франции, а после провозглашения независимости французам пришлось уйти из страны. Ну так вот, во время своего ухода французы выпустили на волю огромное количество змей, которые привели к большому количеству жертв среди местного населения. Вот такая вот история. Насколько она правдивая, еще раз повторюсь, я судить не берусь. А прежде чем вы продолжите просмотр видео, рекомендую подписаться на видеоблог Сергея «Хочу ремонт». Ребята дружной командой делают ремонт квартир в Санкт-Петербурге. Показывают, какие ремонты делают и с какими трудностями сталкиваются. Как решают проблемы с заказчиками, какие находят решения в трудных ситуациях. Ролики на своем канале пишут сериями. Можно наглядно посмотреть, как выполняются различные операции. Как можно экономить на ремонте и при этом не потерять качество. Еще ребята показывают, в каких местах бывают, как отдыхают, как строят бизнес в Питере. Какие подводные камни встречаются на пути. И как не утонуть в конкуренции. Надеюсь, на канале вы найдете для себя что-то интересное. Ссылка на канал в описании к видео. В общем-то, мы прибыли на один из местных рынков, на входе в который местные продавцы нам сказали, что фото и видеосъемку здесь категорически делать запрещено. Поэтому мы прогулялись немного около самого входа рынка и попросили нашего таксиста отвезти нас на следующий рынок. Мы даже в магазине уже не были, Чего? Мы же в магазине еще ни разу не были. В кармане. Руку держишь в кармане на пультике. Телефон несешь вот так. А, я понял. Это мне научил этот Виталий, Сырики, который, может, не знаю, пересекались с ним? Нет. Тоже мы с ним там пару стран ездили. А телефон как несешь? Просто так? Просто вот несешь, как будто несешь. Да. Ну, или просто так вот. Морду в другую сторону. Как вообще. Абсолютно неинтересно тебе. А в пульте в кармане тык-тык-тык. У меня очки есть, которые снимают. Очки такие странные, очень стрёмно возить. Конечно, скажут, блин, ни хрена себе шпион. Это раз, там 138 статья даже за это есть. В общем, нахожусь на рынке, все кричат, нельзя фотографировать, как здесь снимать видео, не знаю, ну, получится, что получится. Да, это все.
Okay. What is this? Да, хороший сказ. В общем-то, как вы можете видеть, на этой части рынка мы в принципе беспрепятственно могли делать фото и видеосъемку. Но зато, когда мы пришли на него в следующий раз, нам это категорически делать запретили. По всей видимости, мы были, условно говоря, первой туристической группой, которая пришла на рынок и начала без спроса фотографировать. А для местных торговцев это оказалось полной неожиданностью. И они, по всей видимости, просто не знали, как на это реагировать. А здесь наш гид договаривается, чтобы мы смогли прогуляться по этой части рынка и что-то сфотографировать. Ну, как я уже знаю по опыту, договориться это одно, а у каждого человека может быть своя реакция на фото или видеокамеру. Так что я свое GoPro старался особо не афишировать. Короче, типа что-то коптильни. Вот здесь можно поселфиться. Будешь селфиться? Ага. А, рыбу спиздил? Акула. Смотри, акула.
Ага. Да, похоже, кстати. А? Бык срет. И чтобы в этом видео завершить с рынками, а также чтобы у вас сформировалось примерное представление о них, я вам покажу еще совсем небольшой сюжет. Вышли из рыбной коптильни, прошло уже, наверное, минут 5, но до сих пор глаза щипят. Насколько ядовитый там дым. Вот, к примеру, сейчас проезжаем по местному рынку. Здесь стоит довольно-таки устойчивый запах помоев и фекалий. Для этих мест, по всей видимости, это норма. Естественно, в Гвинее есть магазины и скорее мини-маркеты, чем супермаркеты, в которых все белые покупают продукты питания. Но я и часть моих попутчиков, в отличие от большинства белых, поступали так, как в принципе поступать не следует именно в таких странах. А именно, мы покупали еду в местных забегаловках и на улицах. Одно дело, когда ты находишься дома или в отеле и теоретически рассуждаешь, как себя правильно вести. А другое дело, когда ты попадаешь в реальную обстановку и тебе интересно попробовать местную экзотику. Но это я вам покажу чуть позже. А сейчас давайте побываем в местном магазине, посмотрим, что там продается и сколько это стоит. Так, сейчас, ребят, мы вошли в один из супермаркетов в Конакри. Посмотрим здесь цены. Если брать по курсу, то 10 тысяч гвинейских франков равен $1. То есть, грубо говоря, вот мы видим здесь, что бутылку подсолнечного масла делим на 10 тысяч. Получается на $3,5. В общем, ребят не дал снимать в магазине охранник дальше. Ну, то есть, как вы поняли, бутылка подсолнечного масла стоит $3,5. Это там 220, примерно 230 рублей. Но я вас дальше сориентирую примерно по ценам, чтобы вы понимали, какие цены, казалось бы, в бедной Гвинее. 2 помидора стоят $4,5. Это примерно около 300 рублей. И один йогурт Активия стоит $1,5. И это 100 рублей. В общем, смотрите, сравнивайте, сколько стоят эти продукты у вас. А теперь давайте совсем ненадолго из африканской действительности вернемся в нашу реальность. У меня есть немало знакомых путешественников, которые имеют свой бизнес. И во время своих путешествий они испытывают определенные проблемы с управлением своим бизнесом. Но век информационных технологий все эти проблемы решаются легко и просто. И поэтому для всех тех, кто хочет удаленно управлять своим бизнесом, из любой точки мира, где есть интернет, я хочу рекомендовать сервис Тезариус. Тезариус – это программа для учета и торговли. При помощи нее вы сможете создать торговую сеть до 200 магазинов. А видеокурсы покажут все возможности программы. Также программа предлагает конфигурации для различных видов деятельности, начиная от оптовой розничной торговли и заканчивая автосервисом. Также сервис предоставляет готовый интернет-магазин под ключ. А по промокоду Борисов вы получите скидку 10% на платный тариф программы. Ссылку на сайт и промокод я оставлю в описании к этому видео. Иногда под моими видео некоторые зрители пишут: ну вот, мол, побывал в стране и ни одной достопримечательности не показал. Я, собственно говоря, практически очень редко посещаю какие-либо стандартные достопримечательности, так как эти достопримечательности мне мало интересны. Но в данном видео я все-таки немножко отступлю от этого правила и покажу вам те достопримечательности, которые есть в Конакри. Тем более их не так много. Это самый центр Конакри, и для тех, скажем так, очень редких туристов, которые все-таки приезжают в Гвинею, в частности в ее столицу, это одно из обязательных мест посещения. Памятник козлам. Что этот памятник значит, фиг его знает. Наверное, попозже в нете посмотрю. Ну, в общем, вот так выглядит центр столицы, пережившей Эболу. Подъехал инвалид, проси деньги. Ну что, Роман, подам инвалиду, может потом Бог больше подаст.
Обычно во время путешествий я не люблю подавать милостыню, особенно деньги, так как на собственном примере я неоднократно сталкивался с тем, что стоит только подать одному, как тут же через несколько минут прибегает целая куча и начинает рвать тебя чуть ли не на части. Но в данном случае ничего подобного не произошло. Инвалид взял эти деньги и уехал тихо и спокойно. По всей видимости, местные попрошайки просто не привыкли к белым туристам, раздающим деньги. Сейчас заехали в Национальный музей Конакри, посмотрим, что здесь есть. Ну и как бы уже видно, прилегающая территория выглядит не ахти. Вот это нормальная тема, памятничек. Куры, цыплята бегают. В принципе, если сравнивать с тем, что мы видели в городе, то здесь все довольно-таки неплохо. И даже, можно сказать, прилично. Где? Не, Жорж Пайрет какой-то. Короче, в самом музее снимать нам запретили. Никакие объяснения, то, что много людей увидят этот музей, хотят приехать, они сами мешают туристам приехать, не помогли. Вот такой менталитет в Африке, в большинстве стран Африки. Рядом с музеем находится вот такая типография. Здесь даже выпускается местная газета. Следующим местом нашего посещения было здание Национального конгресса. И мы как раз попали на какое-то мероприятие. Какое, мы так и не поняли. Но, по всей видимости, это было студенческое мероприятие. Сейчас мы в Национальном конгрессе в Гвинее. Вот здесь какое-то событие, какое-то нам не совсем понятно. Наши провожатые говорят только на французском. Фу, ну здесь жарище. Пока что не поняли, разговаривают на французском. Жарище ужасно. Наверное, это видно сейчас, по-моему, люди потом обтекают. Это не то, что там местные тоже потеют, не говоря уже обо мне, нет на лице. Уже на выходе из здания Национального конгресса мы сделали небольшую фотосессию с местной молодежью, которая сама попросилась пофоткаться с нами. Исходя из моего опыта пребывания в Гвинее, в большинстве случаев можно сделать следующий вывод. Чем более образованные люди, чем более высокий социальный статус они имеют, тем более они спокойнее относятся к фото и видеосъемке. Максимум, что может быть. Человек просто отвернется, если ему не хочется, чтобы его снимали.
В общем-то, это все значимые достопримечательности Конакри. Если я что-то упустил, то можете поправить меня в комментариях. Конечно же, главная достопримечательность Гвинеи – это ее природа. Леса, океан и пляжи. Но это я вам покажу чуть позже. А сейчас мы с вами отправимся в ресторан, который нам охарактеризовали как один из самых туристических в столице. И чуть не забыл. Здание Национального конгресса выглядит следующим образом. В общем, ребят приехали в ресторан, который как бы нам рекомендовали как один из туристических ресторанов. Вот, выглядит он следующим образом. И ресторан называется «Обама». И находится он на живописном побережье. Сейчас зайдем, посмотрим, что там подают, сколько это стоит. Но я вам это покажу. Ну давай, да, чтобы мы все поместились. Вон, хорошо, ну, давай туда, вон. Там будет у нас вид на море. А мы можем там сесть там, где нет солнца. Да. Давайте я сяду, где солнце. Я 70. Сколько, Серег, тебе? 70? Я 70. Вот одно из блюд, которое мы заказали. Барракуда со спагетти. Стоимость 90 тысяч франков, это $9. И спагетти болоньез 70 тысяч, это $7. В ресторане Обама. Легюм. Короче, заказали все разные блюда, но принесли одинаково. Я заказывал там овощной суп, принесли вот такой вот суп, стоимость 60 тысяч, то есть $6. И салат 50 тысяч, то есть $5. Вот эти два блюда, это $11, это где-то там 750 рублей. По ценам в ресторане Обама, как бы можете смотреть, то есть вот 90 тысяч салат Обама, это $9. Ну и так далее. Суп, пожалуйста, от $6, от $5, нет, от 6. Вот так, кому надо, на паузу поставить. Ну вот алкоголь. Бутылка вот такого гвинейского пива стоит $2. В принципе, для ресторана я считаю, это совсем недорого. А теперь давайте перейдем к пляжному отдыху в Гвинее. Какой пляж около отеля я вам уже показал. А теперь давайте покажу вам, какой пляж находится рядом с рестораном Обама. А позже покажу вам еще один пляж, на котором находится несколько баров. И пляж выглядит следующим образом. То есть, ребята, мы делаем логические выводы и примерно понимаем, почему в таких местах появляются подобные болезни. Пляж, на котором, казалось бы, можно было отдыхать, хорошо проводить время, выглядит следующим образом. Даже местные парни играют здесь в футбол, играют, можно сказать, среди помоев. В общем-то, вот так вот выглядит вот побережье столицы Гвинеи, Конакри. Ну и, в общем-то, становится понятно, почему в этой стране был эпицентр вспышки Эболы. Просто смотришь так вот, прекрасная природа, пальмы, океан. И во что его превращают люди. Но в Гвинее, в принципе, можно устроить себе неплохой пляжный отдых. Для этого нужно отправиться на близлежащие острова, которые находятся, в принципе, не так далеко. Что, собственно говоря, мы и сделали.
На острова плывут на лодках, а переправу организовывают местные ребята, которые постоянно собачатся между собой из-за клиентов. Так же произошло и с нами. Но мы выбрали парня, который знал русский язык. Да. Я сказал чуть-чуть. На море. Да. 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 А сколько человек? 8. 5, 6, 7. 8. Кстати, жилета нам не дали. Цивилизация сюда еще не дошла. А в Мамбасе давали. Понятно. Нужно перебываться. Это, короче, один из близлежащих островов около Конакри. Сюда время от времени приезжают, скажем так, нечастые туристы. В отличие от Конакри, как можете видеть, здесь довольно-таки неплохой пляж. Вот сейчас наблюдаем, там, видимо, какие-то бунгало, в которых можно остановиться. Привет. Вот, казалось бы, как бы остров на определенном удалении. Мы на лодке плыли примерно 30 минут. И даже здесь ухитрились, мягко говоря, замусорить этот пляж. Почему? Даже трудно объяснить. Не знаю, может, менталитет такой. Так вот задумаюсь, неужели для самих было бы более приятно организовать какую-то мусорку и весь мусор скидывать туда? Так нет. Надо все это дело сбрасывать на пляж, на котором можно отдыхать, загорать, купаться. А вот, короче, другая сторона острова. Здесь как бы уже все поцивильнее, не видно мусора. Но, видимо, уже понимают, что как бы сюда приезжают туристы. И на замусоренном пляже они плавать уже не будут. Соответственно, здесь чистенько. Стоят столики. Можно поплавать на чистом красивом пляже. Ну и вот как бы местные, в основном, я так понимаю, ливанцы, выезжают сюда отдыхать. Вот такое море, вода непрозрачная, но, в принципе, нормально купаться можно. Но, скажем так, очень теплая. То есть прохлада совершенно не чувствуется. Вот. Сейчас где-то плюс 32-33 и обгораешь довольно-таки быстро. Довольно-таки быстро. Вот такой, в общем-то, внешний вид здесь. Я так считаю, неплохой. Но в Таиланде надо бывать покрасивее. По поводу местных, в Гвинее довольно-таки много ливанцев. И насколько я сталкивался, в основном они владеют различными видами бизнеса. Будь то отели или какие-либо магазины. Засмущали. Ага. Ну что, наверное, уже пора переходить к ночной жизни в Конакри. Сразу хочу отметить, что для большинства стран Африки применимо два правила. Это не покупать еду на улице, не гулять по ночному городу. Но мы нарушили оба этих правила, что остальным я крайне не рекомендую делать. Во время своих путешествий я практически всегда стараюсь попробовать местную еду. Так и в этот раз я решил попробовать местную еду. Возьми сам погрей еще. Сам? Да, я брал вот так. Ну вот. что, ребят, сейчас, короче, такая уличная еда. Наверное, все-таки экзотическая. Экзотическая. Сначала я куплю, а потом я вам скажу, что это такое. Не знаю, насколько видно в камере. Можно подсветить тебе. А, давай. Фонариком. Фонариком, давай.
Очень вкусное, попробуйте. Я, наверное, не сдержусь. Горячий. Горячий, да? Да. Жирное мясо и по вкусу, похоже, отдает копченой колбасой. Да. В общем, раскрываю секрет, это летучая мышь. После того, как я и некоторые мои спутники попробовали летучую мышь, мы решили прогуляться по округе и заглянуть в местные трущобы. Совсем жесткие трущобы, в которых даже днем на человека с камерой реагируют агрессивно, мы решили не ходить. А решили посетить, скажем так, лайтовый вариант. А по дороге в эти трущобы мы встретили местного человека, который учился в России. Мастер биологических наук. биологических наук. Мастер биологических наук. Здорово, здорово. В Санкт-Петербурге учились? Да, в Санкт-Петербурге. Приятно услышать человека, который знает русский язык. Я сам, вы не представляете, как... Редко, да. Да, редко. Счастливо вам. Пока. О, отсюда лучше посмотреть. Вот такая композиция, что она как бы подразумевает, не совсем понятно. Моются. Моются? Моют мальчика мама. Ага. Практически сразу, как только мы вошли в трущобы, мы увидели местную молодежь, которая веселилась на улице. Они просто-напросто поставили во дворе мощные колонки и устроили себе дискотеку. Немного потанцевав с молодежью, мы решили углубиться в трущобы, посмотреть на местную ночную жизнь. Вот и трущобы, сынок. Вижу. Слушайте, сейчас я в трущобы, мои подписчики. Захожу, блядь, в самую задницу. Это, блядь, странами канабельными. О, нихуя себе. Вот, смотри, трущобы, женщины в вечерних платьях. Еще возьмем, давай возьмем вот эту штуку еще. Ага. Давай. Меня сфоткай тоже. Можешь меня сфоткать? Mame estaba moneda. Ата. Сейчас дачу уже даст. Дешево стоит. Вообще дешево. Ну, сейчас попробуем. Будешь? Буду сейчас. Ты мне сейчас сними. Только ты не жирай. Ага, мерси. Сдача захуя. Ага. Мерси. Мерси, быку. Короче, купили местную уличную еду. Ну, просто какая-то булочка с каким-то соусом, который пахнет рыбой. Сейчас я попробую. Ну да, типа пончик. Соус рыбный. Для меня типа не очень хорошее сочетание. И перченый. Такого рода экзотика. Прикольно. Телефон. Ну мне не дергай, я тебя сниму так. Садись. Давай. Если хочешь много на это, посмотри вот сюда. Все. Бля, пакету пизда. Насотка мне тоже? Подержи, Серег. Он порвался. Мерси, буку. Салют.
Bye bye. Bye bye. Давайте. Bye bye. Bye bye. Бай-бай-бай-бай. Опа. Это что у нас такое? Рыба. А, ну типа такая это, уличная коптильня. Вот, пожалуйста, вам, ребята, уличная еда в городе Конакри. Да, это рыба. Слушайте, может зайдем в эту забегаловку? Вот сюда. А это, короче, ночной бар, в котором мы были просто вынуждены пропустить по 50 грамм для дезинфекции. Это, конечно же, не лучшее ночное заведение в Конакри. Есть и получше. Насколько лучше, вы сейчас увидите это. Пойдем сюда. Не сразу понял, это, оказывается, какое-то крутое кафе. Прямо в центре дорожной развязки. Стульчики стоят, подсветка. Самое стильное здание, которое я здесь видел пока что. Наверное, в Конакри есть ночные заведения поинтереснее, чем это. Но мне в них побывать не удалось, так как время нашего пребывания в столице Гвинеи было ограничено. Ну и в завершении нашей ночной прогулки в Конакри мы решили отужинать на одном из развалов, которых в городе в ночное время появляется совсем немало. И цены здесь в разы ниже, чем в супермаркетах, в которых отовариваются практически все белые. Но если конкретно говорить по ценам, то в супермаркете маленькая коробочка йогурта 150 грамм стоит $1,5, то есть примерно 100 рублей. Здесь же за эти деньги можно купить большую порцию риса с овощами, соусом и курицей. Ну что же, подытоживая этот выпуск, хочу сказать, что путешествие в Гвинею мне понравилось. И первое впечатление о стране оказалось обманчивым. Большинство людей оказались очень добрыми и приветливыми. Так что, друзья, избавляйтесь от предрассудков, путешествуйте и открывайте для себя новые страны. Мастер биологических наук. Здорово, здорово. В Санкт-Петербурге учились? Да, в Санкт-Петербурге. Приятно услышать человека, который знает русский язык. Я сам, вы не представляете, как... Редко, да. Редко. Счастливо вам. Пока.